Привет всем, дорогие друзья! Так приятно снова быть здесь с вами. На этот раз я хочу взять вас в путешествие по самым удивительным и волнующим моментам между двумя людьми, которые всегда заставляют сердце ARMY трепетать. Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук. Но прежде позвольте мне сделать несколько важных замечаний. Предупреждение! Этот материал носит исключительно развлекательный характер и не призван никого оскорбить. Все написанное здесь – всего лишь мое мнение и личная точка зрения. Я не заставляю вас верить этому за чистую монету. Просто думайте об этом как о трогательной истории, которая составит вам компанию вечером, пока вы улыбаетесь про себя. За последний год стало совершенно ясно, как люди пытаются удержаться за идею, что отношения Ким Тэ-хёна и Чон Чин-гука закончились. Эта история повторялась снова и снова в различных публичных местах, что эти двое больше не ладят, что их пути разошлись и даже что они намеренно избегают совместных появлений. Однако со временем реальность доказывает обратное. Факт за фактом показывают, что их связь не только не отдаляется, но и крепнет. Время, улики и те мелочи, которые мы видим своими глазами, свидетельствуют о том, что их отношения не умерли, а, наоборот, развиваются. Многим может быть неловко принять эту реальность. Но каждое их взаимодействие – весомое доказательство того, что они все еще вместе, разделяют моменты, смеются вместе, поддерживают друг друга и показывают миру, что их отношения никогда не заканчивались. На самом деле, они только крепнут с каждым днем. И за всем этим стоит долгое терпение, которое заставляет нас ждать, редкая возможность, которая в конечном итоге приносит счастье им и фанатам, которые это видят. Каждое обновление, будь то личное или стороннее, всегда вызывает бурные обсуждения Тэ-кука в самом позитивном ключе. Что-то, что, почему-то, трудно принять тем, кто отрицает эту реальность. Странный дискомфорт. Почему так много людей отвергают этот факт? Забавно и иронично, как, несмотря на множество доказательств, некоторые люди все еще находят причины преуменьшать значение времени, проведенного вместе. Как будто сама мысль о том, что Тэ-кук все еще рядом, даже более живой, чем когда-либо, слишком сильна. Вместо того, чтобы признать то, что они ясно видят, они предпочитают выстроить другую историю. Что это постановочный сценарий, что это просто работа, что это совпадение или даже что их взаимодействие просто прописано в сценарии. Они готовы на все, лишь бы не признать самого простого, что их близость настоящая, искренняя и самоподдерживающаяся. Самый очевидный пример – реакция, которую они получают, когда Чин-гук проявляет к Тэ-хёну хоть малейшее внимание. Например, в тот момент, когда они, казалось бы, шутят по телефону, Тэ-хён чуть не спотыкается, и Чин-гук тут же бросается его обнимать. Не задумываясь, он отбрасывает все остальное, чтобы убедиться, что с Тэ-хёном все в порядке. Такая реакция – не просто рефлекс. Это приоритет. Потому что для Чин-гука первое, что приходит на ум, это не камера, не зрители, не он сам, а благополучие Тэ-хёна. Тэ-хён в безопасности. С ним все в порядке. И это простое доказательство. То, что некоторые находят таким тревожным, потому что оно не вписывается в давнюю историю, за которую они цеплялись, а именно, что Чин-гук больше не может находиться рядом с Тэ-хёном. Но реальность совсем другая. Их по-прежнему часто видят вместе, даже когда рядом нет камер. Несколько человек свидетельствовали о том, что видели Тэ-хёна и Чин-гука тайно тусовавшимися в пабе в Ханнам-доне. Они сидели рядом друг с другом, непринужденно болтая, пока не быстро ушли, поняв, что кто-то их узнал. И хотя я лично не поддерживаю вторжение в их личную жизнь, этот инцидент доказал одно – их время вместе не было совпадением. Это был их выбор, их поиск, их удовольствие. Другие могли не принять это, но они тоже не могли закрыть на это глаза. Похожая ситуация произошла, когда Тэ-хён выложил видео с поздравлениями Чин-гуку с днем рождения. Многие попытались истолковать их разговор слишком поверхностно, сказав,
что они говорят о девушках или о флирте, просто потому что видели, как они улыбаются и подмигивают друг другу. Но правда в том, что никто толком не понимал, о чем они говорят. Почему кто-то так готов закрывать глаза? Ответ прост. Потому что они боятся. Боятся признать, что видели смелость Текука, чтобы раскрыться больше. Пляжный момент. По сценарию или в реальности? Один из самых обсуждаемых моментов произошел, когда они мило общались на пляже. Чингук многозначительно посмотрел на Тэхёна и сказал: «Ты прекрасен». Многие поспешили назвать это сценарием, копией рекламы или просто шуткой. Но так ли это на самом деле? Разве Чингук еще раньше не называл Тэхёна самым красивым мужчиной в мире? Так что же странно, что эти слова прозвучали снова, но на этот раз в более интимной, более близкой, более личной обстановке. В том, как Чингук это сказал, не было лжи. Не было никакого принуждения. Это было искренне. И именно это вызывало беспокойство у некоторых. Потому что они знали, что для Чингука нет ничего фальшивого в том, чтобы назвать Тэхёна красивым. Долгое время, даже годы, некоторые пытались изобразить Тегука отстраненным, холодным или потерявшим с ним что-то общее. Их моменты искажали, вырывали из контекста, создавали впечатление, будто Чингуку было неловко или Тэхён не был заинтересован. Но если присмотреться, многое говорит об обратном. Помните тот скандальный концерт в машине? Многие говорили, что Чингук не хотел там находиться. Но те, кто действительно слушал, знали. Этот Тэхён велел Чингуку замолчать, а затем рассмешил его, играя занавесками в машине. То, что казалось странным со стороны, на самом деле было лишь малой частью их единения, которую мы не видели в полной мере. А позже выяснилось, что после концерта они пошли вместе поесть в корейский ресторан барбекю, только они вдвоем. Разве этого недостаточно для объяснения? Противоречие становилось все очевиднее. Те, кто упорно отвергал Тегука, каждый раз сталкивались с новыми доказательствами. И как бы это ни раздражало их, им ничего не оставалось, кроме как признать, что их отношения не только не исчезли, но и стали крепнуть. Это были уже не отдельные моменты. Это была система, постоянство. Они часто выходили вместе, казалось, делили дела и всегда находили время друг для друга, несмотря на плотный график. Помимо того, что запечатлели камеры, происходило нечто гораздо большее, что не было показано. Чингук неоднократно давал понять, что Тэхён – один из его главных источников вдохновения. Он фотографировал его, сохранял воспоминания о нем и хранил их в тайне, не для всеобщего обозрения, а для себя. Это показывало, что то, что мы видели, было лишь вершиной айсберга их отношений. Для некоторых проблема заключалась не в самом существовании Тэхёна. Проблема была в последствиях этого существования, в том, что все домыслы, слухи и истории, которые были созданы, были совершенно неверны. Что, несмотря на разные проекты и собственные планы, Тэхён и Чингук всегда находят способ снова быть вместе.